Так, это раз. Теперь попробуем выключить его. Ты дисплей выключил, да? Что выключить? В порядке, включай. Ля-ля-ля-ля. Не, все, включай. Если. Угу. Все, я пишу. У нас пока однокамерный сетап. Ну, как бы. Так, Куда мне? Что? Где мой телефон? Твой телефон на кухне был? Телефон на кухне. Чудесный весенний день нам предоставился. Ну, типа, меня как-то видно, но, наверное, можно так сделать. И... Так. Ну, типа, годится. Угу. Типа, годится. Инфоповод давай найдем. Наш подкаст, да. Я сегодня читала о том, что психологи не нашли связи между двуликими картинками. Ты знаешь, где типа утка или кролик? Ну, правильно, ее и не Вот. должно быть, ты верила этому. Я не... Почему сразу я верила? Ну, потому что ты говоришь об этом, как будто бы это опровергли. Ну, это научно уже опровергли. Это скорее подтвердили мою версию. Я не думаю, что кто-то в это верил. Я, по крайней мере, Ну, надеюсь. выставляли это как типа там. Ну, это Если рекламное. вы это... увидели первую утку, Это как то Ванга это там было. то-то, то-то. Это было в публикациях по типу Ванга предсказала это в 2000... Вангуем? Это было очевидный кликбейт. Желтый, причем до предела. Да. Такие штуки тебе нужно присылать мне в тележку, чтобы я потом мог это наложить, чтобы люди увидели. Смотри, какая красивая звездочка на жопке. Бедная ящерица. Я тебе пришлю. Это в Телеграм. Господи, где у меня ты-то? Вот он ты. Я все никак к этому белому котику привыкнуть не могу. Дочка мне приходится делить телеграм с дочкой и в силу ряда причин. Она поменяла мне аватарку на белого пушистого котика. Я не буду ее менять. Поставила. Немножко эпатажа в вашей жизни. Я просто... У меня в мозгу за столько лет одной единственной картинки, где ты поставил мое МРТ головного мозга на заставку. У меня все. Я не знаю, меньше. сколько ли? 7. Хильде 8? 7. Я МРТ делала, разве ты тогда поставил, когда я после рождения дочки Да. делала МРТ? Да. Когда ты жалуешься, что у тебя голова болит, такая, Наверное, типа, я боюсь, что у меня аневризма. Ну что-то, да. Да.
на какие-то такие вещи у нас всегда деньги находились. Деньги находятся, когда надо. Если ты реально что-то Да, боишься, да, деньги да. находятся. Если ты реально что-то хочешь, но деньги находятся. Но обычно деньги находятся на то, что нужно. Иногда просто совпадает, что хочешь и нужно. Так, а я не ищу Я инфоповод, больше... я просто Нет начал для тебя... в режим. Ну, тебе не обязательно, то есть у нас начал клеиться разговор, ты зачем-то, ну, окей, в принципе, продолжил это. Я, наверное, не буду ничего монтировать, я буду прям так выкладывать. Нет, максимум наложу там это, если вторая камера появится, начну сводить, чтобы на говорящий. Вообще, в идеале две камеры, то есть здесь и где-нибудь там, чтобы у нас была каждого камера, чтобы мы могли с ними это. Вот. Хорошо, когда камеры наискось, то есть, грубо говоря, это снимает тебя, а та снимает меня. Но у меня хорошая сторона вот эта, потому что здесь моя Много это кто провидела. смотрит монолог фармацевта, да. Много кто смотрит много Много фармацевтов, прям. конечно. Одна из крутых анимешек. Не такая крутая, как Solo Leveling, но очень крутая. Не знаю, самое крутое, что Первый я сезон был последнее круче. смотрела, это дан-даран-дан-даран-дан-даран-дан. Дандаран хорош, Прям Soul Leveling для меня великолепно. лучше. Еще мне Но посмотрим, больше что во втором заходит, сезоне еще Дандарана. мне больше заходит тоже такой, какое-то такое же название. Типа, ну это у меня в мозгу типа дан-даран, но это тоже такой же, ну какой-то прям... Магия мускул. Нет, это тебе, ну это тоже клевое. Там, где человек с головой ящерицы. Дорохедера. Дорохидора, да. Но его второй сезон все никак не выйдет. Может быть в этом году. Может быть в этом году. Я прям уже просто... Ну в этот сезон, Они в этот прям ран гениальны. зимний он не попал. Они Может быть он попадет в гениальные. весенний. Скоро начнется новый ран. У них же каждые 3-4 месяца. 4 месяца, каждые 4 месяца у них ран. Ну, магия мускулов тоже хороша. Магия мускул тоже хороша. Но ее много, ее легко клепает. Она легко клепается, потому что она такая абсурдная и простенькая. Но все равно великолепная. Ван Пачмен. Вань Панчман, первый сезон хороший, они потом сменили студию. Второй сезон так себе. Мне нравится. Они сейчас снова, судя по всему, сменили студию, если я не знаю, правда ли это, но слухи говорят мне об этом, я не стал их проверять, мне пофигу. Если они после каждого сезона меняют студию, то, может быть, конечно, третий будет лучше, чем второй. Но на это надежды мало. Скорее всего, просто эта экранизация Ван Панчмана запорота. Это очень может быть. Так бывает. Хочу крутое аниме, чтобы вот Выходит выпустили прям сейчас. Прям, жди нового сезона, прояви терпение. Оно ценно от того, что приходится ждать. Эджинг. Аниме эджинг. Не, наверное, это полноценный инфо-эджинг, потому что с сериалами хорошими та же самая история. Да. Потому что когда был прям хороший ран сериалов, ты тоже такой, типа, ну это заткнуть дыру в душе. Так, мы на Хотя щас подкасте под грибочки правдой выходят. под. Да, они, кстати, появились Грибочки в Твиттере, выходят. надо их Да. посмотреть. Давай. Сейчас мы пока подкаст снимаем. Шо, щас подкаст. Это раз-два, их нужно без детей смотреть. А потом я пойду гулять. Сегодня ты детей укладывай. И чё? Просто. Просто напоминаю. И чё? А ты на кухне убираешься Да. сегодня. М. Сколько ты готова детей укладывать одна? А что? Меня это очень задолбало, я бы хотел избавиться от этой обязанности на какое-то время, пока не забуду о ее существовании вообще. На это нужно больше недели точно. Ну, а ты будешь все это время загружать посудомой? Да.
И убираться. Вытирать стол, это? Да. Хорошо. Да, само собой. Само Хорошо. собой, Я да. могу дать тебе точно больше недели. Ну, в смысле, окей, до 16 числа. А потом по обстоятельствам, потому что в зависимости от того, как... числа. Ну, буду укладывать, типа, детей. До 16 числа точно. Следующее воскресенье, неделя. Ну, а потом посмотрим по самочувствию, потому что я тоже могу задолбаться. Не, если заболеешь, я, конечно, буду их укладывать. Нет, я не про Или, заболею тут имею в виду. Я имею если в виду тебя именно, задолбает. именно Может задолбаться, быть, да, и если мне... нас обоих задолбало, то пришло время, чтобы они ложились сами? К сожалению, всякий раз, когда они укладываются сами, и вообще Не всякий. Но часто. Ада приходит ко мне чаще, когда она укладывает себя сама, чем когда я посидела там у них в Потому что комнате. им все еще будет нужно вечернее время с родителем контактное. Но укладываться они могли бы уже сами. Нам просто, наверное, стоит ночной мультик заменить каким-нибудь совместным времяпрепровождением. Ну или где-то туда впихнуть в ритуал. Совместную медитацию. Я боюсь, Ада не справится. Мы можем пытаться. Если эта совместная медитация будет так, что первое время ты не медитируешь, а просто сидишь вместе с ней в обнимку, то может справиться. Ну, давай попробуем. Вместо ночного мультика, После после ночного. ночного мультика. А потом они себя сами укладывают. 5 или 10 минут, что-нибудь такое. Как тебе? Норм. Ну пока укладывай. Сегодня мы, очевидно, делать не будем. Но сегодня не так твоя очередь. Но sounds like a plan. Звучит как план. Мне почему-то доставляет периодически в камеру смотреть. Почему? А у меня прям притягивает вот эта морда Какая? зеленая. А. Не, у меня в итоге все из зоны. У меня вот вон та зона. Я сидя здесь, смотрю туда. Еще полки в этом году сделать, еще и повесить их туда. А, ты тут плакала, когда вчера. Кровать именно переставить. Я и сказал, мы переставим кровать не раньше каникул. Каникулы можно заняться этим. Я готов. Хелена? Весеннее. Угу. Пока они будут у дедушки с бабушкой. Парам-парам-пам. Сейчас видел Тео Вона, он мне в шортах признавался в том, что он прям плакал в этот момент, что в детстве, если кто-то проводил с ним хотя бы минуту наедине, то для него, и оказывается, то есть просто находился с ним, оказывал ему внимание, для него это значило очень много. Почему? Потому что
маленьким мальчикам не оказывают внимания, если этого не делают родители. Вообще маленьким детям внимание, если родители не предоставляют, то никто не предоставляет. А если ты у матери-одиночки растешь, то ты не получаешь вообще внимания. Это факт. Ей просто у нее нету возможности тобой заниматься одной. И как следствие ребенок, мальчик полностью предоставлен сам себе. Я не знаю, как девочка, но мальчик Короче, это больше. Девочка все-таки больше внимания оказывает, мы не всегда решили, желанного. раз мы решили с тобой, фак, что ты делаешь? А, это план детской. Да. Прекрати. Ну, эти полки я собирать в этом году не собираюсь. Хочешь так. Мне не нравится вот эта херня, это херня. Это херня, это вообще. Нафига шест? Чтобы полки точно не упали на детей. Ты делаешь просто не такие полки, а нормальные полки. Я знаю, что тебе нравятся, но даже такие полки, они на кронштейнах. То есть это, вот такие полки, это если я вот возьму кронштейны эти для кондиционера и прикручу, и вот на них полки эти положу. Вот это оно. Я понимаю, ты себе видел это по-другому, но я это буду делать так. Единственное, что, может быть, возьму нормальные кронштейны, они кондиционеры, чтобы они башкой не стукались. Потому что выглядит, в общем, целое место, где ты будешь стукаться башкой. Мы сейчас им эти полки делать не будем. Ну, в этот заход точно не собираюсь делать. Мы просто кровать переставим и шкаф переставим, все. Мне кажется, что уже пора более большая кроватка. Еще нет, просто не нужно сидеть у детей на кровати. Тогда и все хватает. Она ногами еще не будет столько. Ну да, уже, наверное, следующую осень ей нужно покупать кровать побольше, я согласен. Но еще нет, еще не пришло время. Да я скорее так быстро летит время. Да. Да. А я еще как дурак 2 таких кроватки купил. Одна запакована в подвале. Точно. Мы же хотели Хильде дать. Да. Попытки дать лучшее детям. Кстати, мы можем, Попытки дать лучшее хотя детям мы можем, совершать наверное, марши эту без кроватку, ошибок. которая у тебя там упакована, отвезти на дачу и вместо дивана, который у нас стоит, Зачем, если мы от этой кроватки? Зачем чистую упакованную кровать? Берешь эту кровать, идешь на дачу. а ты ставишь здесь? Зачем? Та тоже короткая. Она не длинная. Куда их девать-то? Ту запакованную оставляешь запакованной. Ничего страшного. Ничего страшного. Вдруг у тебя еще один ребенок будет. Че так? Че? Промежуточная кроватка. Через 10 лет она будет дороже. Это хорошо, я Да в курсе, ладно. что мы не согласны по этому вопросу, но это может все еще может случиться. И при определенных условиях случится. Включай свою косицу, давай вот на тот дом. Я пока не готов к еще одному ребенку. Тот дом хорошо. Я делаю, что делаю, короче. Делаю, что делаю. Ты не готов к тому дому. Я готов к тому дому. Я не вижу смысла распыляться. Когда мне сильно чего-то хочется, когда я в моменте ощущаю потребность в таком доме, я использую косицу. А сейчас вот так вот абстрактно, типа, захотеть этот дом, нет. Я считаю, что важно использовать ее на то, что тебе действительно хочется в моменте. Вот я гулял по Малиновке, я проходил мимо таких домиков, мне очень сильно захотелось. И в этот момент я сосредоточился на косице и загадал домик. Я считаю, что так важнее. А перед сном я загадываю что-нибудь типа здоровья и вчера ночью осознанности постоянной.
Да. Логотип мне подкаста поправь, пожалуйста, на черном фоне мне пришли его. Это вообще месяца два как. Я забыла. Да. Не страшно, просто нужно аватарку на этом поменять на ютубе. Сколько у тебя получается находиться в осознанности? Час уже получается? Не знаю. У меня час не получается. Вспышками получается переходить в любой момент, когда вспоминаю. Но это получается куча вспышек, а не вспышка и горение. А, надо вспышка и горение. При этом в каком-нибудь офисе при большом количестве людей будет проще вспышку и горение. Потому что ты не сможешь уйти. Тебя выпнет это состояние, ты в нем останешься. В нем зафиксируешься, потому что тебе нужно будет в нем находиться. А если ты в течение дня что-то готовишь, или идешь гуляешь, думаешь о чем-то, Когда я готовлю, я вхожу в трансовое состояние. Да, но это трансовое состояние, ты находишься во внешнем экране. Твое внимание приковано снаружи. Правда? Нет, внимание внутри. Ты в своих мыслях, а тело делает готовку, как делает. Так? Нет, не совсем. Я вхожу в состояние, когда я вся есть готовка. Вся. Твое внимание полностью снаружи в процессе. Нет. Ты покидаешь Нет. тело, по сути. Нет. Хорошо, я вижу это. Это как... Я понимаю, о чем Нет, ты подожди, говоришь. подожди, я пытаюсь тебе объяснить. Это как у тебя есть что-то, что ты очень любишь делать, и знаешь, как это И делать. такое же состояние ты испытываешь, когда рисуешь или когда погружаешься во что-то полностью. Твое внимание по тафте это будет твое внимание полностью на внешнем экране. По этому фреймворку это будет так. Дело в том, что трансовые состояния, если, наверное, мы возьмем тафти, это совсем не о внешнем или внутреннем экране. Это трансовое состояние, оно не поддается характеристике именно тафти, это скорее противоречие. Потому что трансовое состояние – это работа по факту с бессознательным. Это подключение к некому мировому бессознательному. Хочешь сказать, что это третье состояние, которое не описано в тафте? Да, это состояние, Окей. которое там невозможно, потому что описать, когда ты подключаешься к потокам. Мне кажется, вполне себе подпадает под полностью внешнее. Потому что ты полностью уходишь в процесс, ты изливаешься из ты тела, понимаешь? ты изливаешься из тела и соединяешься со Вселенной. Потому что ты изливаешься из тела. Если тело призвано тебе позволить испытать... Ты не понимаешь, у тебя тело испытывает, ты с одной стороны изливаешься, с другой стороны у тебя идет работа с бессознательным. Очень-очень серьезно. Это может быть и диалог, и монолог. Ты в этот момент очень сильно рефлексируешь. Помимо того, что у тебя одна половина мозга условно занята тем, что ты готовишь, режешь и соблюдаешь так, чтобы все успеть, потому что у меня готовка это... Я готовлю быстро, потому что у меня все спроектировано Называется эффективно. Эффективно, да. Я знаю, когда мне что порезать, куда мне что положить, и вот это вот все. Если меня снаружи в этот момент начнут дергать, я либо разозлюсь, либо у меня все фигом пойдет. Просто вот хером. А с другой стороны, в этот момент у меня идет мощнейший монолог, и диалог, и рефлексия.
Я просматриваю то, как я жила, то, как я живу, как я что делаю, какие я ошибки в течение там жизни допускаю и так далее. И в этот момент, и там, это я очень сильно глубоко внутри. Я и снаружи очень сильно, и внутри очень сильно. И это трансовое состояние. Мне кажется, ты описываешь ситуацию, когда ты покинула свое тело, немножко растворилась в окружающей тебя вселенной, а внутри крутятся мультики. Нет, Да. Потому нет, что ты вот это картинки внутри описываешь. нет. Это не картинки Окей. внутри. Это Это, ретроспектива, картинки внутри. это рефлексия, это то, на что, то, что Картинки свойственно внутри, человеку. кинолента внутри. Но ты и в этом очень сильно. Но это тебе, ты сама говоришь, что ты в каком-то смысле в трансе. Ну, это Транс трансовое это состояние. будет, если ты растворяешься в окружающей. Поэтому поэтому тебе приходят мысли. Ты смотришь старое, и тебе приходит, ты собираешь из окружающей среды инфу. Потому что ты растворилась. Я не знаю, ты что-то ты не понимаешь, видимо, то, что я пытаюсь тебе сказать. Я И мы с тобой разговариваем на разных языках. Я испытываю схожее состояние, когда пишу код или погружаюсь в работу руками. Я Ты знаю, понимаешь, о чем что ты. твое Это состояние транс может Творца. очень сильно отличаться от моего. Вряд ли, потому что описываешь ты примерно одно и то же. Просто я считаю, что это можно описать. Это может быть гораздо больше, чем то, что я описываю. Но это можно описать как это. Это можно подбить под этот фреймворк. Под этот инструментарий. Так, и что по Тафте надо? По Тафте надо просто Ничего, типа, там нет, проснуться, там нет, там нету этого. не. Она говорит проснуться. Но она не говорит, что тебе, даже если ты все время осознанный, тебе не нужно объективно все время быть, потому что есть моменты, когда тебе нужно делать. Если ты делаешь, и у тебя снаружи внимание, ничего плохого в этом. Еще раз, она не говорит, что... Она говорит, вы спите, потому что не просыпаетесь. Даже когда спите. Я не понимаю. Смотри, когда ты находишься в состоянии осознанности, оно позволяет тебе чувствовать себя и Что значит окружающую осознанность? действительность. Осознанность это проснуться? По Тафте это проснуться. Осознаться, по сути. И ее вот эта практика, которую мы с тобой пытаемся примерить на свою жизнь, она, на мой взгляд, описывает именно это. Когда ты просыпаешься, когда ты становишься сверхчувствительным, по сути, в Там моменте. я в трансовом состоянии, ты по сути своей всегда проснувшийся. Нет, потому что ты в этот момент можешь снаружи, если кто-то войдет в это состояние снаружи, он тебе его сломает или вышибет тебя из него. Или будет раздражать тебя. Или будет что? раздражать тебя, Ну, и восприниматься что? как помеха, еще что-то. И ты не будешь желать им управлять или использовать свою косицу, или манипулировать им. Нет, ты будешь хотеть, чтобы он тебя просто ебался, потому что он мешает твоему трансовому состоянию. Да. Осознанное же состояние, Я когда осознанно тебя могу это не беситься на может, него. в осознанном состоянии тебя не может раздражать. Почему? Потому что ты осознанно, Это противоречит и у базе. тебя нет, и у тебя в моменте, когда ты осознанно, ты воспринимаешь... Осознан не значит не испытывать эмоций. Не Да, значит но не это значит, что чувствовать. ты видишь за пределами эмоций. Ты Правильно? видеть можешь сколько угодно за пределами эмоций, но у тебя все еще будут эти эмоции. И это не значит, что ты этими эмоциями не можешь управлять осознанно, а еще что ты можешь ими неосознанно поддаться эмоциям. Тоже Нет, нормально. ты Тоже нет, нормально из великой осознанности с подключением к бесконечности Вселенной в трансовом состоянии, когда Не тебя из кричи. него вышибают, нормально совершенно впасть в сон, и Ты тело на тебя подкасте, не захватывает. кричи. И тело тебя захватывает в этот момент, и все. Потому что тебя вышибли, тебя прервали. Это резкое действие. Это нормально. Это как если к тебе подойдет ребенок, ударит тебя, и ты попытаешься защититься. Знаешь, для чего хорошо находиться в осознанности? Осознанность, я сейчас все больше и больше считаю, что осознанность, вот в том числе по Тафте, это блеф. Безусловно, я с тобой согласен. Частично это блеф. Потому что ты как минимум себя в моменте убеждаешь, что ты в контроле.
На самом деле мы не настолько все в Ты контроле. можешь быть в контроле. Смотри, это позиции взгляда. Ты ставишь, у тебя 3 позиции, как у кванта. Снаружи, внутри, посередине. Каждая позиция сама по себе уязвима. Переключаясь между ними, ты извлекаешь выгоду. Потому что в состоянии случае- осознанности тебе будет проще управлять и общаться с людьми. В таком случае я могу дать тебе ответ, что да, я бывала и до тафти осознанно больше, чем Безусловно. час в плане горения. В плане горения это другое. Блять. Горение это другое. Горение может быть за пределами этого. Ну, Потому я что имею- горение... Давай так. Ты горишь, а потом затухаешь, верно? А потом с трудом разжигаешься. И Нет, снова я имею в горишь. виду проснуться и быть осознанным. А почему здесь гореть? Ну, это Гореть то, что ты моё- называл, нет. как свеча гореть, а не проснулся. Окей, Я окей, к этому делала Всё. отсылку. Твою же Прости. метафору использую. Я говорил светить, не гореть. Хорошо, светить. Ты не использовала мою метафору. Проблема в том, что ты сделала колбэк, но не использовала мой колбэк. Так нельзя. Ну, Так сорян. нет, так нельзя, это Ну, не сорян. работает. Есть правила. У создания контента есть правила. Мы будем их изучать по ходу пьесы. Вместе. Я немножко Олег на камере. Жирная? Да. Никто не доволен тем, как он выглядит на камеру. Расслабься и забудь про нее. Не, ладно, нельзя забывать на самом деле. Но расслабься и воспринимай ее как одобряющего друга. Тебя же не волнует, что другие тебя... когда мы с ребятами сидим и шутим, никого не волнует, кто как выглядит. Никого не волнует, кто как выглядит. То же самое. Идея в том, чтобы научиться с ней обращаться как с живым человеком. Так вот, если мы так рассматриваем осознанно, то я бы сказала бы, Тут что я теперь я согласен. начинаю понимать, что мне иногда кайфово окунуться именно вот в проживание эмоций и жизни Да. вовнутрь. Потому что в практическом большинстве я нахожусь снаружи. Даже не снаружи в действиях, а вот в этой третьей позиции, в между. Сомневаюсь, ты бы реагировал совершенно по-другому. Ты бы никогда не представила ножницы коллеговой А вот шеи. тогда я уже специально ушла. У меня был очень четкий момент, когда я поняла, что если я сейчас не сделаю что-то из ряда вон выходящего, что напугает нахрен, сука, всех, то Олег продолжит меня бесить. Еще сильнее, еще сильнее. И вот тогда я уже могу что-то натворить. Поэтому я осознанно взяла и сделала то, что я сделала. Это был очень осознанный поступок. Ты не представляешь, насколько он был осознан. Ты не выглядела осознанной в тот момент. Я специально Я сделала верю, что ты всё. сделала это специально. Я не верю, что ты была осознанна. Я была осознанна. Я верю, что ты, правда, не собиралась его зарезать, потому что тебе не в характере. Вот в это я верю. Но я также верю, что он тебя задел настолько, что у тебя просто не осталось выбора, кроме как Я дать понимаю, ему понять, что очень что его сложно. жизни угрожает опасность. Я И понимаю, это что нормальная очень сложно, часть что очень взаимодействия сложно с Олегом. поверить, что кто-то делает подобное осознанно. Я видел Тем более тебя твоя в этот жена. момент и чувствовал. Ты можешь убеждать себя в чем угодно. Олег тебя стригерил. Ты сделала то, что должна была сделать, чтобы показать свою границу, но это было за пределами контроля, это был крик души по своей природе. Осознанного человека Олег тронуть не может. В том-то и дело. Это ЦРУшная штука. Перспектива против восприятия. То, как мы воспринимаем, и единственный способ от этого избавиться, это отодвинуться от себя и посмотреть в перспективе.
переключение вот это и есть, мне кажется, в суперпозиции. Ты себя ставишь условную. Когда ты отпускаешь, ты все еще чувствуешь, что с тобой, условно говоря, сохраняешь охрану тела, но ты уходишь от этого. Это, на мой взгляд, то, что Тафти имеет в виду под осознанностью. Ты никогда не поверишь, что я в тот момент была осознанна. Не поверю, потому что я Но помню тебя того ты периода, помнишь меня того и тебя, периода, Блам. спакующую вещи в ночи. Вот это было совершенно неосознанно. Там я действовала на уровне и тот нет. же вайб. Нет. Кость, Ты- начнем с простого. Хорошо. Давай вот просто Хорошо. я не тебе могу собираюсь сказать, убеждать что тебя. ты... Давай мы останемся при мнениях, которые у нас есть. Давай Нет, я останемся. считаю, что ты ты меня сейчас не должен меня переубедишь. выслушать по одной Хорошо. простой причине. Ты никогда не был внутри меня. Я знаю тебя снаружи. Ты да. знаешь меня снаружи, и при этом ты регулярно думал, что я вру, когда я не врала. Это уже мои проблемы, да. Ты регулярно думаешь, что ты знаешь, как работает мое лицо, когда ты читаешь его ровно наоборот. Давно такого не было. В моменте... Давай вот мы говорим о ВДНХ. Вот тот период ты вообще просто не читал мое лицо. Я На всё еще самом тебя деле. чувствовал. Ты чувствовал на какую-то часть. Я могу сказать, что да, Олег меня выбесил. Да, я начала впадать в эмоции. Но перед тем, как сделать то, что я сделала, я осозналась. Я осозналась ровно настолько, чтобы сделать этот поступок, чтобы сделать это, настолько Секунду вот просто. осознанности я Это тебе не в тот секунда. момент дарю, потому Это что не ты его не секунда. убила. Это не секунда. Этот вот сам поступок, он просто... Это не было импульсивно. Это выглядело как импульсивно. Но он не был импульсивным. Он даже не был Безусловно, выполнен в в контексте эффективном состоянии. ты в эффективном состоянии была по определению, на мой взгляд. Но безусловно, что поступок был рассчитан, потому что насилие, не доходящее до насилия, требует планирования больше, чем просто пырнуть чувака. Да. Если бы ты его просто пырнула, это был бы импульсивный поступок. Если ты ему к голове представляешь пистолет и говоришь, я тебя сейчас убью, прекрати, это рассчитанный поступок. Но все еще экстремальный. И тот С Олегом? И тот поступок в моменте твой был не только экстремальный, но и результатом эмоционального восприятия и того, что он тебя эмоционально задел. Это было рациональное решение, вызванное эмоциональным состоянием. Идет? Это было вызвано, конечно, эмоциональным состоянием. А еще тем, что он меня совершенно не слышал. Он никого не слышит, Я прости его. ему 10 честно раз, извиняюсь. сука, сказала, Я не заткнись, спорю. заткнись, или я сейчас что-нибудь сделаю, заткнись, я иду думать, что я сейчас сделаю. Я не спорю. Ты видишь эти ножницы, Олег? Я при этом не говорю, что это был не крайне эффективный метод общения с Олегом. Я думаю, и ему, и тебе это пошло на пользу. Я не считаю это чем-то сука, на самом ужасным. Олеги все очень тяжелую А знаешь, судьбу что я имеют. понимаю? Ты перебиваешь людей во время подкаста и говоришь поверх. Да. Так нельзя делать. Отучайся. Где твоя осознанность? Включись давай снаружи. Я серьезно. Я поняла, что я очень хочу нам в туалет и киевскую сидушку. Вот помнишь, как оно сладкарно было? Я не вижу особо разницы, честно. Я вижу. Хорошо. Что не так? Она шире? Это хуже моется. А, Она задерживает больше грязи в себе. Хорошо, Она меня найди бесит. инженерно подходящую.
Все. Что, в чем проблема? Я думала, ты это сделаешь. Нет. Потому что у меня нет никакой мотивации. Меня эту сидушку устраивает. Ты не мой. Я ее не могу. Поэтому ты можешь найти эту сидушку. Я бы вообще японский унитаз завел. Чтобы он пел мне песенки, пока моет жопу. И орал бы на меня по-японски в ночи. Хочешь, я тебе нарисую на следующем унитазе Нет. рыбок Уже нет. из альветовой эпоксидкой? Нет. У тебя в унитазе будут рыбки Знаешь, что золотые, японские? Ты знаешь, ты видел японские унитазы? Не видел японские унитазы в интернете? которые моют жопу, да, видела, конечно. Они устраивают шоу фонтанчиков. А, это Они тоже видела, да. разговаривают, они подогревают сидушку, они умеют подстраиваться А они по могут высоте. анализ мочи брать? Наиболее прогрессивные, да. Ну вот такой еще имеет смысл, да. Даже не такой, у него там биде настолько тонкое, настолько тонкой настройки, что тебе, как женщине, будет великолепно. Наплевать на биде настолько же Он чуть ли не облизывать твои гениталии будет. Хорошо. Они, Я знаешь, хочу, типа, чтобы он мочу анализировал. такие, наверное, уже есть. Мочу, наверное, не Вот так это сложно куда более анализировать. эффективно, куда более важно. Будет вести профили нам и будет Да, да, говорить. да. А еще будет сливать наши данные японской компании обязательно. Фарм. Производителю этого унитаза для начала. А кому они продадут, уже это другое дело. Да и пофиг. Представляешь себе таргетинг рекламы на основе анализа мочи? Звучит Или как кала. мечта фармкомпании. А если анализы кала, то это Да, вообще вообще, просто в всё, принципе, это реклама прям, на основе анализов, это прям если великолепно. они, да, это великолепно. Да, они просто банально тебе будут говорить, ну, короче, просто банально тебе будут Высокий сахар давить на там эти и кошмар. ацетон. С одной стороны хорошо, с Там- другой стороны кошмар, ужас. Почему ужас-то? Ужас, потому что это превратится в... Потому что это даст людям снаружи на тебя рычаг давления. Плохо, когда вещи, которыми ты пользуешься, дают рычаги давления на тебя, потому что этих рычагов давления становится все больше и больше и больше, и в итоге ты теряешь контроль над своей жизнью. Замечательно. Я, может быть, параноик, но все же. Здорово, если бы такие унитазы стояли в каждой квартире, эти данные собирались бы Министерством здравоохранения, анализировались и выдавались бы рекомендации индивидуальные гражданам. Вот это было бы великолепно. Оно может тебе выдавать рекомендации по факту, когда собирают Одно дело, анализ когда твоей это делает мочи. Министерство здравоохранения, а другое дело, когда это продается рекламщикам в интернете и тебе показывается реклама на основе твоих анализов. Я думаю, и то, и другое. На основе твоих анализов тебе будет рекламировать всякую, ну, лишь бы продать, пользуясь страхом и чем-нибудь еще. И чем-нибудь еще. Ну, я тут читала официально Видаля на тему Озимпиков. Я знаю только слово Озимпик. Я не знаю, кто Видаль. Ну, Видал- Видаль это, Видал сосуд? это справочник медицинский по всем препаратам. Там Ага. все-все-все... И что пишет? Что пишет? Ну, он изначально не для похудения, да. Он, что значит не для Ну, похудения? для Он этого... для сахарного да, диабета второго сахарный типа. диабет. Типа, охуеть, они волшебное средство придумали. Я думаю, оно не может Прям. быть настолько хорошим, как его описывают. Какой бы он хороший не был, там наверняка есть какие-нибудь подавленные исследования и есть нюансы использования. И то, как на него сейчас давят, гарантированно аукнется всему человечеству, как с ковидной прививкой. Я не знаю, что тебе... не знаю. Прям Пока мы любая видим, штука, что... которая мешает... Извини. Не перебивай, пожалуйста. Мы видим, что да, есть ухудшение зрения у людей с сахарным диабетом второго типа, у которых уже есть осложнения от сахарного диабета. Мы видим, что печеночная недостаточность при Озимпике это плохо. То есть там возникает застой желчи. Это не то, о чем я говорю. Я говорю о простом, банальном. Если тебе от него хочется меньше есть, ты питаешься говном,
ты питаешься говном, ты прекращаешь получать питательные вещества в нужных количествах для того, чтобы твое тело функционировало. У тебя начнет сыпаться Стоп. все. Стоп. Он не безмерно снижает аппетит. Он снижает аппетит настолько, что ты живешь в дефиците калорий. Нет. Если нет, люди нет. ты не даешь Они договорить. худеют Ты не не за даешь счет. договорить. Если люди, которым приходится пить Оземпик, они, скорее всего, разжирели на современной вредной хавке. И они диету себе не поменяют от того, что Оземпик начали использовать. Они все еще будут паршиво питаться. Но теперь им будет не хватать важных питательных веществ, минералов, витаминов и так далее, потому что они будут есть недостаточно, и еще недостаточно здоровую пищу. У них посыпется все еще быстрее. Я с тобой не соглашусь. Во-первых, Оземпик работает. У него не основное то, что он тебя отбивает аппетит. Он, безусловно, насколько я поняла, он отбивает аппетит. Это основное его действие. Он его Тебе не хочется снижает. есть. Нет, но у него основная фишка это в том, что он каким-то мега-супер способом понижает у тебя инсулинорезистентность. Основная у него фишка в том, что он вызывает у тебя нежелание есть. Ты наконец-то начинаешь получать удовольствие от нормального количества сахара, а не от гиперсахара, который есть. И тебе не нужно для того, чтобы тебе не нужно вырабатывать кучу инсулина, чтобы перелопатить твой сахар. Твой инсулин становится нормального, адекватного действия. Ты описываешь чисто диабетиков. А Я я говорю про описываю тебе обычных то, как людей, это которые жирные. Обычные люди, которые жирные, чаще всего имеют преддиабет. Ты не можешь со мной сейчас не согласиться. Современные люди, которые себе Оземпик прописывают, многие недостаточно жирные, чтобы им его назначили. А жирные, как мы с тобой. Мы Но с тобой при этом и нормальная пара месяцев. Но при этом мусорно питаются. Представь, что мы с тобой питаемся в Ростиксе. Вот мы такие жирные, питаемся в Ростиксе. А тут мы начинаем... Питаемся. Стой. А тут мы начинаем принимать Оземпик и продолжаем питаться в Ростиксе. Но вместо 3 раз 1 раз в день. Что будет? Лучше станет твоему организму. Ненадолго, потому что у тебя кончатся все витамины и минералы в мгновение ока. У тебя не появляются от Ростикса огромного количества витаминов и минералов. И более того, наше тело лучше приспособлено к тому, чтобы не доедать, чем переедать на регулярной основе. Если ты ешь в Ростиксе 3 раза в день, то ты получаешь, предположим, 300 граммов салата в день. Это единственный источник витаминов и минералов, который там есть. Правда? Картошка не может ничего, кроме крахмала, тебе поставлять. Листья салата, огурца, помидоров. Все, что можете там поставлять, что-то полезное. Курочка не может ничего, кроме гормонов, поставлять вредных и белка. У нас запрещено. У нас все еще кур выращивают гормонально. Они не могут их выращивать по-другому, это не рентабельно. Цена курицы взлетит так, что тебе станет некомфортно. Куры стали рентабельными, когда их начали... У нас, может быть, их не пичкают так, как раньше, или так, как в США, но у нас их все еще пичкают. Они не free-range курица. Они не в курятниках выросли, они выросли на птицфермах. Они, может, не такие суровые, не такие... Короче, они все еще суровые. Так вот. Соответственно, мне минералы и витамины приносят только этот салат. 300 грамм салата мало, но это 300 грамм. 100 грамм салата критически мало. Ты из них, даже если все усвоишь, там не будет добираться. Из 300 грамм, если ты все усвоишь, у тебя будет дефицит, но типа ты что-то восполняешь. А из 100 у тебя будет критический дефицит. Я вот про это говорю. Он купит и будет такие. Еще раз. Кость, ты много знаешь людей, которые... Перебиваешь. Если он не поменяет привычки и диету, то Оземпик вызовет помимо похудения большие проблемы, чем у него были до этого. Я говорю вот это. А люди, которые хотят быстрый наркотик, который меняет их поведение, и быстрое решение,
не готовы к Ты тяжелой сильно работе. Ты сильно заблуждаешься. Потому что чаще всего люди, которых ты знаешь, наверное, ты, во-первых, много ли ты знаешь лично людей, которые питаются в Ростиксе все время? Вот то, о чем ты говоришь, все время на регулярной основе. Я знаю кучу людей, которые плохо питаются и почти не готовят. Да. Ну, это, по-твоему, плохо. Так ли они плохо питаются, если мы рассмотрим их питание в реальности? Да, Может быть, оказаться, большинство что людей нет. в современном мире, у которых есть лишний вес, они, скорее всего, питаются всякой дрянью на постоянной основе, потому что она доступна. Это либо Я питаюсь полуфабрикаты. всякой дрянью? Нет, ты родила 2 детей. И в какой-то момент в жизни мы с тобой Кость, питались всякой в дрянью. большинстве Разве нет? случаев это люди, которые сажаются на Оземпик для того, чтобы похудеть. Это люди, которые давно перепробовали многое. Ой, нет. Да. Может быть, в нашей стране да, а в каком-нибудь США нет. А у нас на Оземпик-то никто и не сажал. Ну сколько у нас? 5 человек сел на Оземпик? Немного. Сколько много? Ты представляешь себе, какой узком спектре ты говоришь? Ты говоришь о миллениалах и может быть, о поколении X. Это Я Оземпик рассматриваю вообще в первую очередь для себя. для И себя ты изучаю можешь его сколько угодно действия для рассматривать. себя. Ты, еще раз, перспектива против восприятия. Только на себя смотришь. Я говорю об общей картине. Я смотрю в первую очередь для себя. Ты просто не хочешь делать работу. Парам-парам-пам. Парам-парам-пам. А я Я буду зимний вес сбрасывать, как положено боженькой. Двигаясь. сбрасывай. Правда, я не собираюсь прям уж много сбрасывать. Но я думаю, я вернусь там к тем же 88. Потому что я чутенько набрал вес перед зимой. Как только начал говорить, прям набрал. Но я, правда, на газировке скатился опять. Начал пить газировки, кока-колу и подсел. Меня так правильно чешет эта комбинация сахара и кофеина в кока-коле. Прям я не замечаю, как я срываюсь, начинаю все время пить колу по 2-3 раза в день. Каждый день. Ну, теперь я это знаю. Наверное, теперь я просто никогда не буду пить колу. Я думаю, я выдержу. Ну, я пью всякие другие, имбирные или так далее. Но нет кофеина, мне гораздо проще. На кофеин легко подсесть. И у кофеина масса преимуществ. Не знаю, я что-то кофе как-то сейчас в последнее время. Кофе Хотя вот сегодня не такой приехала кофеин. туда и сделала себе кофе. Ты знаешь, что в банке кока-колы кофеина больше, чем в том же самом количестве кофе? В 3 раза. В 3 раза. Плюс сахара. Столько, сколько ты не кладешь никогда. Нихера столько. Чтобы вызывало привыкание легче. Когда ты начинаешь с кокаина, стандарты очень высоки. У меня кончился чай опять. Нет, еще чуть-чуть есть. Даже объем. Задел. Да. Как это? Я не давала согласия. Неправедно забрал у тебя чая. Думал, что имею на это право, а не имел. За что был наказан. Да, потому что ты не спросил, Не поэтому. и потому что я не дала согласия. Не поэтому. Потому что Поэтому. пожадничал, потому что так люблю свой чай. Не хотел тебе уготовить. Хотел весь себе налить. Я не чувствую от тебя должной благодарности за кружку, которую я нашла. Потому что это не моя кружка. Это твоя кружка, которую я изредка использую, пока не куплю себе должного размера кружку. Я на полном серьезе это утверждаю. Знаешь, что я нашла на Озоне? На вазоне?
Задолбал. Ну это вот точно вазомоторный. Здоровьем приходится заниматься все время, чтобы как можно дольше чувствовать себя хорошо, а потом быстро умереть. Не находиться в состоянии немощного старика очень долго. Я бы не хотел. Так. Я бы хотел чувствовать себя великолепно, а потом... А ты ведь мог удалить. Что мог удалить? Зараза такая. А, вот, смотри, что я нашла. Блин, а больше нету в продаже. А, не, нет в продаже, но я находила. Не, мне такая не нравится. На 500 миллилитров. Это мало. У тебя вот это 900. О чем ты? 500 миллилитров это меньше моей красной. 900. Так где я эту заказывала, не помнишь? Где-то в корзине там есть. Я тебе утверждаю, знаешь почему? Потому что чайник 900 миллилитров, и сюда влезает полный чайник. А вон та красная у меня 700 миллилитров, потому что в нее не доходит 200. Я знаю мои кружки. Тебе не сломить меня. Правда такова. А где она? Такова какова. Такова какова. Жизнь такова какова. Такова какова. Ладно, я не знаю, где. Какова какова. Ну, ребенок пропал. Надеюсь, найдется. Угу. А когда пропал-то? Вот. Не пишут, как последний раз. 9 мая, марта 9 вышел из марта. дома. Ну, сегодня. И сегодня еще найдут, я думаю. Просто где-то бродит, наверное. Я надеюсь. Нужна помощь добровольцев. Отпустишь? Иди. Ну, по всем чатам выложили. Сейчас найдем. Не волнуйся. Даже не так. Подожди полминуты. Подожди полчаса. Мне очень нравится, что в новых поселках очень много молодых людей, у всех есть интернет. И здесь местное самоуправление. Здесь есть чат, в котором сидит вся деревня, весь городок, неважно, весь район. И это очень эффективно. Прям, да. Очень эффективно, если там все время не разговаривают, а прям по делу пишут. Бывает, конечно, что завяжется какой-нибудь откровенный флуд. Как выдать себе миллениала? Я Я больше напишу. буду говорить теперь о нашем поколении. Не знаю почему, чувствую так. Два-три часа назад пропал. Ну, это точно сидит, ходит, бегает. Полиция подключена. Уверена? Ну, пишут, да. Полиция подключена, пишут. Так быстро. Угу. Парковка Садовая улица, дом 38. Слушай, я пойду. Мгм. Магнит. Это, наверное, где Магнит Косметик. На карте лучше посмотреть. Ну да, наверное. Сбор 18:15. У тебя полчаса.
Ну да, я пойду одеваться. Чё, раз уж могу, помогу. Окей.